Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. В прошлом видео я обещала показать весь костюм Деда Мороза. Когда начала его создавать, поняла, что оно получается слишком скучным, поэтому решила приправить его историческими фактами о мужском русском костюме. И чтобы поведать вам достоверную эпохальную информацию, мне надо прочитать много исторической литературы и пересмотреть огромное количество видео с работами людей, которые обладают огромными знаниями об истории русского костюма. О них я тоже расскажу в этом видео. Видео получается информативно объемным и занимает очень много времени, и когда будет полностью готово, не знаю. Но я уже наснимала много других мастер-классов, поэтому сегодня я не выполню свое обещание, данное в прошлом видео, а покажу следующую свою работу. Я сейчас шью спортивные брюки своему сыну. На брюках должны быть карманы и обязательно на молниях, чтобы вещи, которые сын положит в них, не вываливались, когда он будет садиться или наклоняться. Карман я хочу сделать прорезным в листочку. На примерке я отметила, где должен находиться карман. Размер у него 2 на 18,5 сантиметра. Я ориентировалась на размер молнии. Ширина ее 3 сантиметра, по 5 миллиметров я оставила на швы. Длина рабочей части молнии от верхних до нижнего ограничителей 18,5 сантиметра. Сейчас иглами скалываю две половинки, чтобы перевести симметричный карман. Беру обмылышек, на этой ткани он будет удобнее, чем мел. А дальше действую на ощупь. Ставлю большой палец на линию и на другой стороне, которую вам не видно, делаю штрихи для разметки второго кармана. Переворачиваю и по штрихам черчу симметричный карман, уточняя размеры. Хочу рассказать об этой угольной линейке, которую я купил в Fix Price. Советую всем рукодельницам ее приобрести. Чем мне нравится этот угольник? Он металлический, тяжеленький такой. Для пичворка самое то. И измерительная шкала нанесена с обеих сторон. Очень удобно. Правда, деление указано в миллиметрах. Нужно привыкнуть. Ссылку на эту угольную линейку оставлю под видео. Разметка второго кармана готова. Убираем иглы. Для двух карманов нужны, кроме самой основы переда брюк, 2 обтачки, 2 долевика, 4 мешковины карманов и, конечно же, 2 молнии. Берем долевик, он у меня размером 7,5 на 24,5 сантиметра. Большой, конечно, но я перестраховываюсь, потом срежу лишнее. Я его продублировала с лицевой стороны и зря это сделала. Ткань сама по себе толстая и дополнительное укрепление не требуется. Функция долевика – закрыть надсечки по уголкам кармана. То есть он нужен, если мешковина кармана не спрятана под подкладкой изделия. Если вы шьете пальто или пиджак на подкладке, то в этом случае долевик не нужен. В пальто и пиджаках передние полотнища полностью дублируются. Конечно, если пальто длинное, то полотнище дублируется до линии середины между бедром и коленом. И дополнительно вторым слоем дублировать место под карманы не нужно, смысла нет. Но я укрепляю долевик, когда шью изделия из шелка или других тонких сыпучих тканей. И обычно не дублерином, а флизелином. Но флизелин флизелину рознь. Смотрите, чтобы клей был равномерно нанесен на основу. Вот хороший флизелин. Здесь клей нанесен точечно и равномерно. После применения этого флизелина дублированное место получается мягким и гибким. На этом флизелине клей нанесен сплошной пленкой. Без клея матовая сторона. С клеем сторона блестит, переливается, крепкое получится сцепление с тканью и более жесткое, нежели с точечным нанесением. А с этим флизелином я ошиблась, купив его. Здесь клей нанесен неравномерно, крупными кляксами, много вот таких пустых мест. Намочив его, клей до конца не растворяется, сцепление получается неравномерным, с лицевой стороны ткань выглядит неровной. При покупке флизелина смотрите, как нанесен клей. Вернемся к долевику.
Сейчас черчу средние линии. Долевик надо расположить на основе так, чтобы карман находился ровно посередине долевика. То есть средние линии и кармана, и долевика должны быть совмещены. Далее, так же как переводила второй карман, ставлю большой палец на линию и на изнанке рисую штрихи для разметки кармана. Переворачиваю. Для ориентира черчу линию края кармана. И от этой линии отмечаю по 1 сантиметру, половину ширины кармана. Провожу линию ширины кармана. Нахожу середину длины кармана и черчу среднюю линию длины кармана. Кладем долевик изнаночной стороной к изнанке основы брюк. Получается, что лицевая сторона смотрит на вас. Скалываю иглами и приметываю, отступая от края долевика 5-7 мм. Далее беру обтачки. Они у меня размером 6,5 на 22,5 см. Их в любом случае обязательно надо продублировать или дублерином, или флизелином. И если необходимо укрепить долевик, дублируйте его тем же материалом, что и обтачку. Складываю обтачки пополам и скалываю иглами поближе к краю. На шов я оставила 1,25 см. Не нужно заходить за эту линию, чтобы после отпаривания следы от игл остались в шве. Отпариваем и убираем иглы. Далее от сгиба откладываю 2 см и черчу линию шва. Для удобства я беру транспортир. Вот эта планка у него 2 см. И совмещая линию сгиба обтачки и край планки транспортира, черчу линию шва. Делаю разметку длины шва на листочке. От края я оставила 2 см. Черчу линию на всю ширину обтачки. От первой линии отмеряю 18,5 см длину кармана в готовом виде. И проверяю третий отрезок, он должен быть 2 см. Теперь прикладываю листочку к основе изделия, так, чтобы нижняя линия кармана на основе была совмещена с линией обтачки. Боковые линии тоже совмещаю. Закалываю иглами. И, отступая от линии шва 2-3 мм, прокладываю сметочную строчку. Начало можно пожестче закрепить дополнительным стежком. Убираю все иглы в середине шва, оставляю 2 боковые. И далее делаю строчку на машинке строго до этих линий. И не забывайте делать закрепки в начале строчки и в конце. Я проложила строчку ровно до разметок, убрала сметку. И сейчас буду пришивать молнию к верхней линии кармана. Но если бы карман был без молнии, то сразу пристрачиваем верхнюю мешковину кармана. У меня одна мешковина на 2 см короче другой. То есть нижняя мешковина всегда короче верхней на ширину кармана в готовом виде. И если бы карман был без молнии, то верхнюю большую мешковину кармана положила лицевой стороной к лицу основы и пристрочила бы к верхней линии кармана. Беру молнию и прикладываю к карману так, как она будет располагаться в готовом виде. Переворачиваю. С этой стороны будет линия шва. От середины молнии нужно отложить 1 см. Хоть я и говорила ранее, что молния шириной 3 см, не буду рисковать, вдруг есть погрешность, и буду отмерять от середины молнии. Для этого обмылышком делаю отметки середины молнии. И от них отмеряю 1 см. Черчу линию. Еще для точности делаю штрих под нижним ограничителем. Сейчас для удобства я загибаю и закалываю иглами срез листочки. И все-таки от края молнии до линии шва получилось 5 мм. Для удобства я от верхней линии кармана откладываю 5 мм и черчу линию.
Прикладываю молнию, совмещая все линии. Закалываю иглами и приметываю, отступая от линии шва 2-3 мм, чтобы после стачивания сметку легко можно было удалить. Убираю иглы, оставляю 2 боковые и подрисовываю боковые линии, до которых будет проложена строчка. Перехожу к машинке. Для этой строчки я поставила лапку для молний. С одной стороны молния вшита в карман. Строчку проложила ровно до этих отметок. Далее беру верхнюю большую мешковину кармана и с изнаночной стороны черчу линию, отступая от края 1,25 см. Сейчас для удобства, отступая от шва на молнии 1,25 см, черчу штрихи. Прикладываю мешковину кармана, совмещая линию шва, ориентируясь на штрихи. Боковые срезы мешковины совмещаю с боковыми срезами листочки. Ну и, конечно, закалываю иглами и приметываю. И сейчас надо сделать строчку ровно по той же, что пришила молнию. Для этого переворачиваю основу наизнанку и обмылком отмечаю начало и конец строчки. И прокладываю шов на машинке точно по прежней строчке, которая пришила молнию. Верхняя мешковина пришита. Убираю иглы с листочки. Если бы карман был без молнии, то нижнюю мешковину кармана положила бы лицевой стороной к лицу основы и пристрочила с изнаночной стороны ровно по строчке, которая закрепила листочку. Но мне надо закрепить второй край молнии. Поэтому я перескакиваю этап пришивания нижней мешковины и сразу начинаю прорезать вход в карман. Раздвигаю срезы листочки и мешковины, складываю пополам и делаю надрез. У меня большая толщина, поэтому я лезвие ножниц держу 2 руками и нажимаю с усилием. Далее выпрямляю карман и делаю разрезы к концам строчек, не доходя до них примерно 1,5 см. Если у вас карман меньшей ширины, то до конца строчек оставляйте меньший неразрезанный отрезок. Переворачиваю наизнанку и делаю надсечки наискосок к концам строчек, не доходя 1-2 мм. Не торопитесь, не пытайтесь за один раз приблизиться ножницами к концу строчки. И ножницы держите за лезвие ближе к концам. Смотрите с лицевой стороны, отгибая обтачку или мешковину и придерживаю, чтобы случайно не прорезать. Прорезаю только основу с долевиком. И когда все 4 надсечки по углам сделаны, переворачиваю на лицевую сторону и все внутренности кармана выворачиваю наизнанку. Все в себя. Почему-то на данном этапе я всегда вспоминаю эту фразу из служебного романа. Все открытые срезы выворачиваю наизнанку. Подтягиваю концы листочки и прорезанные уголки. Смотрю, чтобы боковые линии были параллельны друг другу. Закалываю иглами, совмещая линию сгиба листочки и верхнюю линию кармана. И приметываю листочку к молнии и мешковине кармана. Убираю иглы. Переворачиваю наизнанку, отодвигаю верхнюю мешковину. И сейчас буду приметывать второй край молнии к нижней линии кармана. Опять же сметочный шов прокладываю не по линии шва, который закрепил листочку, отступая от него 2-3 мм. И получается, что от края молнии шов отступает также на 2-3 мм. Далее я беру нижнюю мешковину кармана и приметываю ее по прежней сметке, которая закрепила молнию, не притачав оную. Забегая вперед, скажу, что я поторопилась или поленилась. И когда я собралась сделать отделочную строчку и убрала сметку с листочки, вдруг увидела, что в одном месте край молнии выпал из шва. Хорошо только на одном кармане. Пришлось подпарывать и по новой пришивать. Поэтому вам советую не торопиться и не лениться, а притачивать молнию к листочке до приметывания мешковины. Сейчас я уже приметываю нижнюю мешковину кармана, совмещая срезы листочки и мешковины.
и пристрочу точно по прежнему шву. Шов лучше сделать от одного до другого края мешковины, а не только от прорезанных уголков. Карман с лица почти готов, осталось закрепить уголки. Подтягиваю листочку и уголки, особенно нижний уголок от основы. Закалываю иглой поперек будущего шва вдоль обтачки. И так как я люблю, чтобы все было точно и аккуратно, провожу линию обмылком. И притачаю от уголка до уголка, не забывая сделать закрепки в начале строчки и в конце. Не заходите за эти уголки, иначе потом неудобно будет обрабатывать срез. С лицевой стороны карман полностью готов, а с изнанки еще есть чем заняться. Убираю сметку с долевика. Сметочный шов, который держит листочку, пока оставляю. Вот смотрите, для чего нужен долевик. Он закрывает вот эти резаные рваные уголки. И сейчас буду обрезать лишнее у долевика со всех 4 сторон. Равняю с краями листочки и мешковин. Здесь карман немного вышел за пределы края листочки, поэтому сначала срезаю долевик, а теперь равняю и карман. Срезаю последний, 4-й край долевика у нижней линии кармана. И этот край у нижней линии кармана надо проверложить, пока только этот край. Но у меня получилась очень большая толщина, и потом брюки спортивные парню-подростку, оверлок быстро полетит. А хочется, чтобы они подольше послужили, поэтому я не буду оверложить, а обработаю срез руликом. Я обработала срез кособейкой, вырезала ее из подкладочной ткани. Если у вас тонкая ткань, то обработайте срез оверлоком. Раскрывая мешковину, можно увидеть изнанку молнии. С лицевой стороны карман полностью готов, но я хочу сделать отделочную строчку. И сейчас, отступая от нижней линии кармана 2 мм, сделаю строчку. Для этого с изнаночной стороны отодвигаю верхнюю мешковину и придерживаю, прокладывая строчку, чтобы она не попала под шов. Отделочная нижняя строчка готова. С изнанки она получилась корявенькой. И сейчас буду соединять мешковины кармана и обрабатывать края кособейкой. И только когда с изнанки карман будет полностью готов, делаю отделочную строчку с оставшихся 3 сторон. Вот какой карман у меня получился. Глубина идеальна для мужской руки и для смартфона. Это изнаночная сторона. Я сначала по этому срезу обработала края мешковины роликом, а затем уже прошлась по верхней линии. Смотрите, не видно никаких надсечек, долевик их закрыл. В следующий раз я долевик сделаю из более тонкой ткани, из той же подкладочной, но все же ее продублирую. На этом я не собираюсь останавливаться, хочу еще украсить пуллер-бегунка шнуром с наконечником. Когда я их покупала, продавец сказала: у вас шнур не будет держаться на наконечнике. На что я ответила: я что-нибудь придумаю. А что я придумала, расскажу в следующем видео. Хочу предупредить тех, кто впервые будет шить прорезной карман. Не торопитесь, сначала потренируйтесь на лоскуте, и лучше, если ткань будет хлопчатобумажной или лен, которая держит форму, и только потом приступайте к изделию. Всего вам доброго! Желаю вам, чтобы у вас все получалось с первого раза, быстро, легко и аккуратно. И до новых встреч!